Всем привет! Мы с вами на РУ-ТВ, а в гостях у нас сегодня член Уральского мемориала Анатолий Свечников. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте. Рады вас видеть в эфире РУ-ТВ. И хотелось бы поговорить сегодня с вами вот на какую тему. Грядет вроде как и вторая волна мобилизации, и, видимо, будет и вторая волна иммиграции. Но мы видим, что иммиграция из России претерпевает определенные изменения. С одной стороны, есть страны, которые ужесточают миграционное законодательство для россиян, как это сделал сейчас Казахстан. Теперь нельзя просто пребывать без документов, без визы или без работы более чем в течение 90 дней за полгода. Ну, собственно, как это везде в Европе принято. Грузия тоже заявила об ужесточении этого миграционного законодательства. И вот, видимо, будет новый поток. И насколько такие решения, вот Грузии и Казахстана, и Грузии, которая, наверное, будет принята тоже, они скорее в пользу российских властей, поскольку они затрудняют российским мужчинам, в общем, возможности для выезда из страны определенным образом. Или все-таки они стараются, эти страны, обезопасить себя, потому что и так слишком много россиян внутри, и это несет им какие-то внутренние риски. Сложная ситуация с этими изменениями. Я думаю, пока еще сложно сказать, как на самом деле будет, потому что это достаточно свежее решение. Я думаю, что решение, допустим, Казахстана не очень сильно на самом деле затруднит иммиграцию для россиян. Я скажу, вот лично сам тоже пребывал в Казахстане достаточно длительное время. И мне довольно понятно, что именно, какие именно изменения вносятся в принципе для того человека, который эмигрирует через Казахстан с намерением ехать дальше, это, может быть, вообще никакого изменения не повлечет. Потому что, как правило, решение о дальнейшем, кстати, о дальнейшей релокации в иные места человек в норме принимает примерно за месяц-полтора. Это вполне укладывается в тот срок, который оставил Казахстан для россиян. Потому что, напомню, по официальной статистике, из тех, кто вообще, в принципе, в Казахстан въехал, 75% уехали уже. Потом уже дальше. уехали, да. Значит, и это данные вот на момент примерно конец года, это примерно те самые 90 дней. Значит, с момента основной волны, я имею в виду. Поэтому мне кажется, что особых сложностей не будет. Те люди, которые остаются и получают там, стараются закрепиться в Казахстане и получают там временный вид на жительство там, через работу, эта процедура очень непроблематичная. И всякий, кстати, маломальски адаптированный социальный человек ее проходит. 90 дней для этого очень много, очень большой срок. С Грузией немножко иначе. Мне кажется, там все время происходит внутриполитическая борьба. Борются разные группы влияния в обществе грузинском. Кто-то всячески хочет избавиться от русских. Кто-то, наоборот, радуется тому, что благодаря вот этому наплыву россиян резко подскочил ВВП грузинский, да, приехали новые деньги и так далее. Это действительно с банальной экономической точки зрения для маленькой страны, я имею в виду географически маленькой и не очень большое население, это большой, хороший толчок вперед. Поэтому я считаю, что решения грузинских властей, они, во-первых, не окончательные. То есть, мы видим буквально на днях предложение о том, чтобы мы вот-вот откроем обратно авиасообщение с Россией прямое. Тут же, значит, прошу прощения, забыл эту уважаемую женщину, как зовут, заявила, что нет, мы не будем ни в коем случае, это не наш путь.
Поэтому и это вот противоположные заявления происходят с уровня достаточно высоких чиновников прямо вот день в день То есть почти. это свидетельство какого-то Свидетельство просто внутри политической, да, внутриполитических обсуждений, разговоров, борьбы, и это нормально. Как это повлияет на россиян? Я считаю, что это доставит определенные неудобства, но к этому нужно относиться просто как к возникновению новых условий. К любым новым условиям, если это не запрет, не уничтожение, как делает Россия относительно части своего общества сейчас, ко всему остальному можно адаптироваться, привыкнуть и выработать какие-то пути решения этих проблем. Да, есть определенные проблемы для тех, кто уже там, в Грузии, да. То есть они туда приехали в одних условиях, и вдруг выясняется, что там, я не знаю, банковские карточки уже не совсем банковские карточки, да. Надо что-то опять делать. Вроде думал, что все, ты социализировался, а раз изменения заставляют что-то как-то двигаться. Все-таки это, наверное, чуть не менее больно, чем попасть на фронт. Да. Я как раз подходил к тому, что цена твоего, кстати, смирения, нахождения в России совершенно другая. Я думаю, что кардинально на волну миграции, которая, я думаю, что будет, это не скажется. Значительно больше на миграцию может сказаться как раз решение российских властей. Потому что в логике властей, в логике решения задачи удержания власти, есть у них одна из задач – это сохранение, так сказать, численности людей на территории. Вы ведете к тому, что будут ограничивать выезд? Да. Я думаю, в той или иной степени вот ограничения с российской стороны будут значительно более серьезными, значительно более, так сказать, решающими для россиян. Я очень беспокоюсь, что невозможно будет выехать не только тем, кто, так сказать, под какими-то ограничениями в связи с грядущим призывом или потенциальной мобилизацией. Да? Не секрет, мы знаем, что многие люди не могут выехать уже сейчас, потому что им говорят, что вы там кандидат на призыв. Вам нельзя пока никуда ехать. Но это касается мужчин пока что только. Да. Но я вот боюсь, что практики запрета на выезд по тем или иным причинам коснутся и женщин тоже. Вот. Я думаю, это сначала распространится, мне так кажется, может, я ошибаюсь, что это сначала распространится на определенные профессиональные сообщества, то есть нельзя будет выехать условно трактористам, медикам. Вот, да, то есть про полицейских мы и так уже знаем, у медиков уже были ограничения, но потом их сняли, да, когда возникла, так сказать, волна возмущения на эту тему. Но мы же знаем тактику властей. Часто они тестировали общество заведомо завышенными какими-то. Потом они мерили возмущение, понимали, как на самом деле в следующий раз. И в следующий раз все это делалось немножко более аккуратно, и все проходило гладко. С учетом полученных данных. Совершенно верно. Блин, это просто ужасно. Ну, то есть, вы ждете, что в той или иной форме, в общем, это съедят, что называется? Значительная часть общества, да, к сожалению, съедят. То есть, действительно, есть постоянный страх во властных кабинетах, несмотря вот на то, что у них в руках все ресурсы, у них там безумный по численности, относительной численности силовой аппарат, про промывку мозгов, которую они ведут и так далее. Тем не менее, у них есть постоянный страх перед то, что называется бунт русский, да, бессмысленный, беспощадный. Вот. Они совершенно верно оценивают, что в обществе существует, ну, как во всяком обществе, существует некий радикальный элемент. Вот. Другое дело, на мой взгляд, они иррациональный страх испытывают. То есть, та часть людей, которая готова на какие-то действия внутри российского общества, она не обладает теми ресурсами, которые могли бы обеспечить даже, ну, я не знаю, локальную, сколь-нибудь длительную, ну, то, что можно назвать победой над властью. К сожалению или к счастью. Вы могли бы провести аналогию с философскими пароходами? То есть, вот сейчас первая волна
этой миграции, как бы считается, что выехали как раз люди с наиболее высоким вот этим потенциалом протеста, сопротивления, осмысления. Тех, кого Ленин называл говном нации в свое время. Вот кого он отправлял на философских пароходах. Это можно вот аналог такой провести, что вот эта вот прослойка, она сейчас вымылась из России, и те, кто остались, условно, плюс-минус, их можно как раз-таки и закрыть. Да, можно. Хотя, честно говоря, я считаю, что более близкая, что ли, аналогия с философским пароходом, можно было бы более близкую аналогию отнести к немножко более ранним событиям, когда репрессии, развернувшиеся против любого протеста еще до войны, вытесняла людей ярких и громкоговорящих, несмотря ни на что. Часть людей действительно вытеснили из страны, часть людей была посажена, часть людей убита. Причем мы ведь знаем только о самых ярких случаях. Ну, конечно. Когда убивали людей федерального уровня. А сколько в регионах активистов? Сколько в регионах активистов, журналистов, просто людей, которые что-то узнали и собирались рассказать о проделках, так сказать, чиновников. Это на самом деле совершенно другие цифры. Я их не знаю, боюсь предполагать. Я очень надеюсь, что когда-то случится время, архивы откроются, и мы об этом узнаем достоверно. И это будет еще один фактор осознания для общества. Я надеюсь, вернее так, я уверен, что это надо прожить, без этого проблему не решить. И я уверен, что это случится. Но сейчас то, что происходит, это, безусловно, некий акт завершения, наверное. Вот этого философского парохода. То, что можно соотносить. Если в советской России философский пароход случился значительно более компактным по времени, по числу людей. Там в очень жестких условиях, дав очень короткий срок, поставили совершенно жесткие требования перед самыми яркими людьми во всех областях знаний в Советской России. И сказали, либо вы уезжаете, либо вы, так сказать... Либо мы вас расстреливаем. Либо мы вам... там кого-то расстреливаем, кого-то посадим, но результат был бы один. Это могила в сырой земле, понятно. Сейчас это все происходит, я бы не сказал интеллигентно, да, но это происходит с оглядкой на какие-то представления власти о том, как нужно выглядеть. Вот просто ставить выбор, ты либо с одним чемоданом уезжаешь, оставляя здесь квартиру, ценности и так далее, и ты сюда не можешь вернуться. Это уже не соответствует вообще никаким ценностям и понятиям, принятым в обществе. Современного. Да. Если в Европе 20-х годов это еще как-то, жестоко, плохо, но как-то, живы же. Да. Вот. То здесь это было бы за гранью того, что, так сказать, могли бы переварить общество и политики Запада. До начала войны, до момента осознания вот этого как война всеми, да, все поняли, что это не просто там 3 дня, да, до Киева, а что это война надолго и кровавая, и преступная и так далее. Да. Вот до этого момента власть оглядывалась на то, как она выглядит вообще, в принципе. Вот какой у нее публичный, скажем так, фейс. Теперь уже потерялись все проблемы, маски сорваны, почти все маски сорваны, да, и я думаю, что вот все те какие-то вихляния, какие-то попытки затереть, это просто, привычка. А на самом деле, они совершенно открыто уже заявляют о том, что вот наша задача такая, и не мешайте. Вот. В этой связи конец философского парохода должна быть какая-то граница этого. Я думаю, что она уже близка. И я вот боюсь, что она настолько близка, как бы не закрыли выезд всем вообще в ближайшее время. Если говорить о динамике
российской, глобальной такой российской диаспоры вообще в мире. Она сейчас претерпевает такие довольно интенсивные трансформации, изменения. Вы сам представитель, в общем-то, этой диаспоры. Как вы ее видите, как вы видите ее развитие в ближайшее время? Да, ну, я сразу скажу, что я начинающий представитель. Я еще Свежий, так да, сказать. свежий, Да. на новенького. Да. Я еще не погружен очень сильно в какие-то нюансы. Скажу то, что знаю. Значит, в эмиграции находится очень много людей. Я думаю, что раза в 2, в 3, больше, чем представляют себе, так сказать, ну, какие-то верхние там официальные оценки оппозиционеров, не оппозиционеров, но людей, независимых от власти. Я думаю, что значительно больше. Состав этой эмиграции достаточно пестр. Нельзя сказать, что уехали одни либералы. Нет, вовсе нет. Уехали далеко не только, уехали далеко не только вообще протестующие. И очень политизированные. И очень политизированные. Профессионалов, например, да, очень много да, уехало. Уехало очень много профессионалов не по политическим мотивам, а просто потому, что, ну, вот у них, грубо говоря, перед глазами раньше был экран монитора, и они, в общем, у них там все хорошо было. Да. Но в какой-то момент вот бабах, и гильотина перед монитором упала, и они вдруг осознали, что работать невозможно, жить невозможно, что есть реальная угроза не просто, так сказать, вот там комфорту, от которого можно переехать в другой город, в другую квартиру, а просто реальная опасность. И многие оказались, в общем, в таких очень тяжелых, внезапных условиях для себя. То есть, были вынуждены неожиданно для себя бросить все то, что нажито, то, что заработано. И они даже, уехав, еще иногда не понимают до конца, что же на самом деле происходит. То есть, они просто решили какую-то вот внезапно возникшую проблему и сейчас осматриваются. Кто-то думал, может переждать, может на время, да, а фактически это может быть разрывом, если не навсегда, то на огромную часть жизни. Да. И в этом смысле, находящиеся сейчас за границей, там ведь народ не только в Европе, очень много людей в Азии, очень много людей в ближнем зарубежье осталось пока, и собирается вроде как там осесть, но я думаю, это в основном те, кто думает, что это ненадолго. Не хочется далеко уезжать, быть поближе, если что, быстренько, и как-то там с родными поближе иногда видеться. Они, как правило, до конца не верят в серьезность этого шага, в серьезность этого явления. Да? Как там стадия отрицания, торг, осознание. Вот они где-то на этих первых 2 стадиях. Да, они пока еще где-то там. А часть людей, они готовились, они понимали. Не скажу, что я до конца все понимал, но, конечно, я достаточно давно знал, что к этому идет, логика событий. Так сказать, люди, изучайте историю. Там очень много аналогий, которые дают представление о том, что будет дальше, хотя бы в каком-то, так сказать, раструбе возможностей. Поэтому частично я, конечно, приготовился, но тоже не до конца. Я не смог закончить часть своей работы. Я думаю, очень многие так. И существует разрыв в жизни. Безусловно, жизнь абсолютно другая. Жизнь ломается в любом случае, как бы ты к ней ни готовился. Эмиграция, она обязательно сказывается на психологическом состоянии. Ты можешь принять, ты можешь осознавать, ты можешь рассчитывать часть каких-то конструкций ты приготовил заранее. Есть такие люди, которые там аэродром у них был готов и так далее. Но, я не знаю, исключения, наверное, есть, но все, кого я знаю, переживали психологический, не скажу дискомфорт, психологическую яму. Разной степени сложности. Кому-то требуются психологи, кому-то требуются, так сказать, рецепты и таблетки, кому-то требуются
еще какие-то методы Мгм. приведения себя в порядок. И это тоже отдельная, кстати, проблема. Дело в том, что социальные практики в России таковы, что, допустим, лекарство ты можешь купить без рецепта практически любое. Значит, прийти к доктору ты, в общем, достаточно сложное в смысле организационного, да, и времени, Мгм. но достаточно просто по деньгам. Это все всегда решаемо в Европе. Совсем не К так. сожалению, Да. совсем не Особенно так. психокорректоры, Да, всякие да, антидепрессанты, да, это ты не купишь так. Это да, да, надо да. хорошо процедуру серьезно Да, это, пройти. кстати, одна из действительно серьезных, часто ставящих в тупик проблем, когда люди оказываются в этой ситуации так сказать, в Европе без особых средств и при этом не имеют каких-то медицинских серьезных документов. Мгм. Те документы, которые в России, в значительной части, их очень сложно реализовать в Европе. Мгм. Это скорее исключение, чем правило. Да, понял вас. Вот. Но в любом случае большинство тех, кого я знаю, и я тоже в том числе, не жалеем об этом шаге. То есть, понимая, что это в любом случае лучше, чем э, оставаться в той ситуации, которая сейчас в России существует. Лучше не просто потому, что там, даже не столько потому, что я выживу. То есть, например, есть ряд людей, которые известны всем, они политики, у них не было выбора, они сели в Мгм. России. Мгм. И, условно говоря, чтобы оставаться политиками, они не сидят. Они платят свою цену. Для, скажем так, обычных граждан, активисты они или просто, так сказать, граждане социально активные, или они вообще социально неактивные, но понявшие, что что-то как-то опасно. В любом случае их жизнь важна. Мгм. Они на свободе всегда сделают больше в глобальном плане, чем оставшись за решеткой. Э, Они явно, вот, допустим, молодые люди, молодые ребята, которых я знаю, несколько человек, уехав из России, будучи в студенческом возрасте, они вдруг неожиданно понимают, что в Европе у них ничуть не меньше возможностей учиться. Мгм. Вот. Я знаю людей, которые уехали летом, а сейчас они уже сдали первую сессию в вузах Франции. Вот. И, наверное, ни для кого не секрет, что образование во Франции котируется несколько лучше, чем образование в России. Ну, как И оно, в минимум, общем, да. котируется лучше оправданно. Мгм. Французские университеты – это хорошее место для Да, но тут профессионального роста. много зависит от человека. Я в завершении нашей беседы хотел бы вас попросить, может быть, знаете, с прицелом на аудиторию в России, которая нас сейчас смотрит и находится в состоянии выбора. Что делать? То есть сейчас сваливать или оставаться, или какие-то искать еще варианты. У вас есть что им сказать, я уж не знаю, в виде совета или в виде мнения, или в виде рекомендации? Вот что им делать, какой им выбор сейчас? Как им лучше поступить? Очень непросто советовать людям, которых не знаешь, но которых очень много, и каждый по-своему уникален. Но в целом общие рецепты. Э, Пожалуйста, включите голову, думайте сами. Оценивайте источники информации, честно глядя в глаза в зеркало. Будьте честны сами с собой, осознавайте, что происходит на самом деле. Только так можно принять адекватное для вас правильное решение. Мгм. Э, Второе, после того, как вы получили реальную картину событий, нужно просто сделать выбор. Что вы можете сделать вообще не для конкретного человека, не для своего города, не для родины и Мгм. прочее. Вообще, в принципе, можете ли вы дальше учиться в России? Можете ли вы работать дальше в России? Если на этом пути вы видите явные сложности,
я бы задумался на вашем месте о том, чтобы покинуть это неэффективное для вашего саморазвития, самореализации место и переехать туда, где ваши знания, умения, желания будут встречать не сопротивление, не, так сказать, разрушенная инфраструктура, а дружелюбное социальное поле. Дело в том, что когда власть решает свои проблемы, не глядя на проблемы граждан, мое мнение, что именно это происходит в России, всегда заведомо труднее гражданам самореализовываться. Это понятно. И там, где политики действуют из другой парадигмы, они смотрят на реакции граждан и в значительной степени стараются сделать жизнь удобнее для них. Не для себя, а для них. Автоматически этим гражданам проще реализовывать свои естественные для человека желания. Учиться, что-то строить, рожать детей, просто общаться. Я скажу, что маленькая ремарочка из своего личного опыта. То есть, я нахожусь во Франции сейчас. Я достаточно серьезно боялся, потому что я не знаю языка. Вот. Я боялся совершенно простых бытовых вещей. Как я буду ездить? Как я буду ходить в магазин? Слушайте, это такая ерунда. Это оказалось так просто, что вот я более чем уверен, англичанину средней степени знающему русский язык в России будет намного тяжелее. Намного тяжелее. Среда просто другая. Хочется какую-то позитивную нотку в конце дать. А еще во Франции, наверное, такой доступный сыр, вкусный в огромных количествах. И вино, правда? Правда. Ну вот. Это правда. Я понимаю, конечно, что на фоне всей ситуации тут как бы радоваться сыру и вину, но все равно нужно искать какие-то хотя бы мелкие точки опоры и радости. Это же простые жизненные вещи, из которых состоит жизнь человека. Абсолютно. Тем более вот для россиян всегда, я по СМИ смотрю, это же такой фетиш всегда был: пармезан, хамон. Здесь это все очень дешево. Да. По сравнению с Россией. Да. Здесь это вообще абсолютно доступно. Копейки, в общем-то. Те вещи, которые я сообщаю своим знакомым в России, их в безумной степени удивляют. Я говорю, это так, нате, фотографию. Да, ценников и всего. Да. Ну что, на этой позитивной ноте мы завершаем наш разговор с Анатолием Свечниковым, членом Уральского мемориала. Благодарю вас, Анатолий. Будем рады видеть вас еще в эфире РУ-ТВ. Спасибо вам за приглашение. С удовольствием приду. И спасибо слушателям и зрителям. Спасибо. Спасибо.